Друзі рибалки та любителі відпочинку на природі далеко від цивілізації. У наш час, напевно, кожен із вас в своєму арсеналі має безліч різноманітних електронних гаджетів для комфортного відпочинку. Але всі вони потребують електроживлення. Та особливо це стає проблемою, коли наша подорож планується на тривалий час. Бо яка б не була потужна батарея у вашому мобільному пристрої, рано чи пізно вона потребує зарядки. Тому хочу вам порекомендувати компанію EcoFlow, яка виробляє унікальні портативні зарядні станції різних конфігурацій та потужностей. І це не є просто великий повербанк, як багато хто вважає. Це дійсно розумна електростанція, яка надасть вам можливість тривалий час користуватися будь-якими електричними приладами, де б ви не були. І навіть тими приладами, які живляться від розетки 220 вольт. Ось основні переваги зарядних станцій від EcoFlow. Велика кількість роз'ємів для підключення будь-яких пристроїв. Надшвидка зарядка від 0 до 80% лише за 1 годину. Мультизарядка. Можна заряджати станцію від розетки, автомобіля та сонячних панелей. Широкий вибір потужностей. Можна обрати станцію на будь-яку ємність. Від 220 Вт-годин до 25 кВт-годин. Сучасні батареї, що мають велику кількість заряду-розряду. Додатковий об'єм енергії. Для кожної станції можна під'єднати додаткову батарею, якщо не вистачає вбудованої. Додаток та дисплей. Можна керувати на відстані і бачити, що відбувається у конкретний час. Немає шуму та викидів. Можна користуватися всередині приміщення в порівнянні з дизельним генератором. Усі станції максимально захищені від перенапруги та повного розряду. Можуть заряджатися і одночасно віддавати енергію. Можуть використовуватися як джерело безперебійного живлення. Працюють у холод та спеку від мінус 20 градусів до плюс 45. Всі посилання в описі під цим відео. Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. Очередная рубрика «Видео-ответ на популярный вопрос от начинающих рыбаков». В этот раз вопрос звучит так. Что же такое скользящие фидерные монтажи и что такое глухие фидерные монтажи? Что вообще означают вот эти вот два понятия скользящий и глухой и чем такие монтажи отличаются? И в этом видео я постараюсь ответить на этот вопрос. Значит, для примера я связал популярные фидерные монтажи и на их примере все буду показывать. Значит, на самом деле все очень просто. Глухие фидерные монтажи — это монтажи, где кормушка на основной леске крепится намертво, то есть она недвижима. Вот возьмем для примера петлю Гарднера. Здесь кормушка к основной леске прикреплена жестко. Когда рыба дергает за крючок, за поводок, то она чувствует вес кормушки. Видите, она уплывает, и кормушка тоже идет за ней. Теперь скользящий монтаж. Это у нас классический инлайн. Здесь у нас вот что происходит. Когда рыба дергает за крючок, у нас кормушка стоит на месте, не двигается. И рыба, когда начинает отплывать, она кормушку не чувствует. Здесь сразу передается усилие на вершинку нашего фидерного удилища. Собственно, вот это вот и есть основная разница в глухих и скользящих монтажах. Именно вот в способе крепления кормушки к основной леске. Сразу возникает вопрос, а какие монтажи лучше? Ну, здесь как бы однозначного ответа нет. Единственное, вот что хочу сказать. Например, глухие монтажи обладают так называемой самозасечкой. Почему? Когда рыба берет крючок с наживкой, вот здесь у нас крепится поводок с крючком. Когда рыба берет поводок, точнее, когда рыба берет крючок с наживкой, она его, например, проглотила и начинает отплывать. Когда она отплывает, она, как правило, отплывает довольно резко, особенно если укололась жалом крючка, и делает рывок. За счет того, что у нас кормушка имеет определенный вес, и рыба делает вот этот вот рывок, она самозасекается, то есть крючок прокалывает ей губу. Это происходит, конечно, не всегда на 100%, но, как правило, это происходит довольно часто.
Что же касается скользящих монтажей, тут надо за ними очень внимательно следить. Точнее, следить за вершинкой нашего удилища. Потому как когда рыба отплывает, берет наживку и отплывает, у нас кормушка никак не двигается. У нас работает только вершинка удилища. И в таком случае рыба может почувствовать что-то неладное, и у нее, в принципе, будет шанс выплюнуть крючок. Опять же, это происходит не всегда на 100%. Здесь тоже возможна самозасечка, потому как случаев может быть много разных вариантов. Но, как правило, если мы ловим на скользящий монтаж, нужно очень хорошо следить за вершинкой удилища, чтобы не проспать правильную подсечку. Еще очень большое преимущество у скользящих монтажей в том, что такими монтажами хорошо ловить осторожную рыбу. Если мы, например, приехали на рыбалку и понимаем, что сейчас там, возможно, не совсем сезон, по каким-то признакам понимаем, что рыба ведет себя очень осторожно, ставим скользящий монтаж и таким образом пытаемся ловить. Потому как рыба не чувствует вес кормушки, как я уже сказал, и у нее будет больше времени нормально взять наживку и не бояться ее. Какие еще могут быть преимущества у такого скользящего монтажа? Еще скользящие монтажи можно назвать довольно гуманной оснасткой, и именно скользящие монтажи часто используют спортсмены на соревнованиях. Почему? Потому как если у нас происходит какой-то обрыв основной лески, у нас рыба спокойно освобождается от кормушки. Ну, давайте продемонстрирую. Вот у нас основная леска. И, например, у нас там где-то что-то пошло не так и оборвалось. Ну, без разницы где. Например, вот здесь. Мы оборвали. И все. У нас вот рыба остается только с крючком. Ну, потом со временем она от него освободится. А вот если рыба останется с кормушкой, тут уже, конечно, ей будет довольно грустно. Вот она, леска оборвалась, и рыба спокойно уплыла. Если у нас оборвется, например, леска где-то здесь, за кормушкой, то же самое. Вот рыба дергает и спокойно освобождается. Кормушка остается на дне, а рыба уплывает только с крючком. Например, в глухом монтаже такого варианта не будет, потому как если мы где-то здесь оборвемся, например, вот у нас рвется основная леска, все, у нас здесь стоит крючок, и рыба вместе с кормушкой долго и долго будет путешествовать. И, скорее всего, она от такого варианта погибнет. Поэтому скользящие монтажи более гуманные, как я уже сказал, их часто используют спортсмены на соревнованиях. Теперь, что касается флэт кормушек, флэт монтажей. Здесь, в принципе, все то же самое, все те же самые преимущества. Вяжется все довольно просто. Есть у нас отдельное видео по этому поводу. В чем здесь, собственно, разница? Вот глухой монтаж. Здесь привязывается крючок с поводком к вертлюгу, и вертлюг загоняется вовнутрь кормушки. И там надежно удерживается. И получается, что у нас вот, когда рыба клюет, она чувствует вес кормушки. Здесь все делается точно так же, только между вертлюгом и кормушкой ставится небольшая бусинка, которая не дает вертлюгу залезть вовнутрь кормушки, и тем самым не даст этому вертлюгу там зафиксироваться. Как бы мы ни тянули, у нас вертлюг туда не залезет, потому как ему мешает бусинка, и у нас получается полноценный скользящий монтаж. Для себя я уже выработал такое правило, думаю, многие тоже так делают. Я, когда ловлю фидером на флэт кормушку, как я выбираю, на какой монтаж ловить. Если у меня крючок, точнее поводок с волосом, ну, например, тут будет на волосе там бойл или кукуруза или еще что-то, ну, неважно, там пелец, возможно. Если поводок с волосом, значит монтаж делается глухой, для того, чтобы рыба
чтобы у рыбы было больше вариантов засечься. Если я ставлю на флет-кормушку обычный стандартный поводок, без волоса, просто здесь наживка одевается на крючок, тогда я ставлю скользящий монтаж. Я для себя вот уже давно выработал такое правило и его придерживаюсь. Какие вообще фидерные монтажи еще у нас есть? Ну, к скользящим монтажам еще можно отнести, значит, вот сейчас мы посмотрели инлайн, также есть симметричная петля и асимметричная петля. Это все скользящие монтажи. И к глухим монтажам можно отнести петлю Гарднера, паттерностер, вертолет и 2 узла. Ну, это вот самые популярные монтажи. Если вспоминать, конечно, еще монтажи такие уже, ну, не совсем, я считаю, это фидерными монтажами. Еще есть трубочка, противозакручиватель. Это, кстати, тоже скользящий монтаж. Ну, такой, скажем, уже более дедовский вариант, но, тем не менее, многие фидеристы эту трубочку используют. Это, ну, в принципе, полноценный такой скользящий монтаж. Сразу возникает вопрос, а где какие монтажи использовать, что же выбрать. Скажу так, однозначного ответа на этот вопрос я не вижу. Раньше вообще считалось, что скользящие монтажи используются только на озерах, глухие монтажи используются на реках. Не знаю, я пробовал и паттерностером ловить на озере, и инлайном ловить на реке. Пробовал и так, рыба всегда клюет. То есть тут, в принципе, кому что больше нравится, кто как считает нужным, на такие монтажи и ловите. В общем, это все. То есть делаем вывод какой, что скользящий и глухой монтаж — это просто разница в креплении кормушки на основной леске. Все монтажи, которые вы сегодня видели перед собой, и также те монтажи, о которых я сегодня упоминал в этом видео, у нас есть отличные ролики, там, где я подробно показываю, как отдельно вяжется любой из этих монтажей. Кто еще не умеет вязать все фидерные монтажи, кого заинтересовало, я оставлю все ссылки в описании под этим видео, и можете зайти посмотреть. Я уверен, что вам это будет полезно. Спасибо за внимание. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!